Продолжение темы гибридов чайного растения. Сейчас я нахожусь на плантации, где эти гибриды уже были высажены порядка 50 лет. И сейчас мы посмотрим, как они выглядят по прошествии этого промежутка времени. Можете видеть, эти растения немного напоминают юннаньские. Да, то есть здесь тоже есть выраженный ствол. Их здесь, конечно, подрезают, не дают вырасти сильно большими. Но в целом можете видеть тенденцию. Вот, и такие вот довольно большие здесь молодые листья. На листике бегает богомол. Вот, и я вижу еще одно растение. Вот здесь можете видеть довольно большое. Чтобы вам было примерно понятно, у меня есть бутылочка с водой. Так вот они выглядят. И здесь вот есть еще одно довольно большое. Вот. Так что такими вот они вырастают в последствии 50 лет. И вот здесь тоже наглядный пример, как выглядят и гибриды через 50 или более лет. Если мы будем смотреть сверху, то они кажутся обычными кустами. Но заглянув сюда, можно увидеть, как они выглядят. В тот раз, когда мы смотрели гибридные растения, они были довольно молодыми. Вот здесь плантация довольно старая. И можете посмотреть, как различные микроорганизмы начинают здесь прорастать на старых растениях. Вот здесь прям их очень много. Вот плантация здесь органическая, без использования химикатов и других вредных веществ. Вот. И в тот раз нам не удалось заснять побегообразование. Вот здесь мы видим молодые побеги как раз таки гибридного растения. Вот внешне вот именно этот гибрид, молодые листья у него не слишком сильно отличаются от китайской разновидности, и они довольно маленькие. Когда вырастают, они становятся чуть больше. В предыдущем видео мы показали вам два гибрида. И вот первый гибрид, про который я вам говорил, он сейчас здесь передо мной, и у него есть молодые побеги. Вот. А здесь листья покрупнее, чем у другого гибрида. И когда они становятся чуть более зрелыми, можете видеть, что они вырастают довольно крупными. И, в принципе, этот гибрид отличается довольно крупными листьями, и они имеют слегка другую форму, она более вытянутая. Взрослые растения этого гибрида тоже имеют ярко выраженный ствол. И если мы поднимемся выше, то все они будут выглядеть обычная плантация. Но если заглянуть вниз, можно будет увидеть массивные стволы. Сейчас как раз позади меня гибрид, который мы рассматривали вторым. И можете видеть, какое у него обильное побегообразование. И вот так эти побеги выглядят. Вот здесь листья, когда становятся более зрелыми, они становятся крупнее. Вот здесь у нас точка и два листочка. Уже третий лист. Видите, дает очень много побегов. В качестве резюме хочется сказать, что эти гибриды получились высокоурожайными.
устойчивыми ко многим болезням, к засухе и другим неблагоприятным факторам. Однако старых растений пока не так много, потому что эти растения были получены сравнительно недавно, а массовая засадка началась еще позже. Поэтому, я думаю, лет через 20-30 старых растений будет гораздо больше, и, соответственно, начнет появляться с них чай. На этом на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. До новых встреч!